Друзья, всем привет! Сегодня у нас полезная двухминутка на тему природы и реальности. И с вами Олег Николаев. Очень люблю эту тему. Эта тема прямо вот тем, кто любит фильм «Матрица», и вот оттуда, это вот оттуда. В чем идея? В том, что можно рассматривать жизнь двумя способами. Можно как банальную простую вещь, можно как бесконечную загадку. Мне больше нравится второй вариант. Если вы рассматриваете жизнь как банальную простую вещь, то вы обучились в школе, обучились в институте, вас научили всему раз, два, три, четыре, пять, вы книжки почитали, и вы считаете, что вы самый умный. Но при этом чудес в жизни нет в таком случае. Да, все довольно банально, да, все как пишут в книжках. Второй путь – это понимать, что по большому счету никто ничего не знает. Да, есть какой-то человек, который написал книжку, почитал репу, написал книжку, ее издал, люди другие почитали, книжку восприняв как что-то какое-то свыше, какое-то откровение, и начали по этому принципу жить. А по большому счету человек, как и вы, ничего не знал. Да, он просто там набрался наглости книжку написать и вот что-то из себя выдать. Поэтому можно рассматривать мир как просто как вот набор, как в школе, там, в институте, как там большой взрыв, взорвался, там атомы разлетелись, и там мы живем на планете, планета вращается вокруг Солнца, Солнце вращается во все вот в какой-то такой бесконечный хаос, да, и все построено, да, вот современная наука что говорит, построено все на хаосе, на случайности, да, и, то есть, ну, смысл, жизнь в этом смысле получается абсолютно бессмысленна, то есть нет никакого смысла, просто таким как-то получилось, как-то случилось, что появился человек, появилась жизнь, как-то случилось, что родились вы, и все это вот как-то вот произошло. Это один путь, да, и он, на мой взгляд, ведет в тупик и к какому-то депресснику, потому что, ну, реально, то есть это проще себя просто грохнуть и не париться, да, потому что, ну, какой смысл. А второй путь – это понимание того, что на самом деле никто ничего не знает, и все, что вы можете видеть, это некая картинка, да, которая выглядит как трехмерное пространство. Да, в компьютерных играх, например, тоже трехмерное пространство, кто играл там, да, в эти все Counter-Strike, там, да, но этого трехмерного пространства по факту нету. Да, то есть оно некая иллюзия, да, и эта иллюзия кажется трехмерным миром. Или еще глубже, если копнуть, да, то вы можете вспомнить собственные сны. Да, в собственных снах тоже есть трехмерный мир, и порой даже более яркий, чем этот, да, и более захватывающий. Но при этом его тоже нету, да, потому что где он? В вашей голове, как его найти? То же самое и здесь. То есть мы воспринимаем нечто, что мы можем, вот что могу 100 пудов сказать, да, что мы воспринимаем нечто как материальный мир. И это нечто точно существует, да, потому что вот оно здесь сейчас. Да. Но что это такое, как оно работает, да, мы можем только делать гипотезы. Да, люди там сотнями лет делали разные гипотезы на эту тему, и вот выработалась какая-то вот текущая версия науки, которая есть. Но надо понимать, что это просто гипотеза, которая в каких-то вещах работает, да, как физика Ньютона, которая вот здесь работала, а здесь уже перестала работать, да, потому что работает уже более масштабная. Так и здесь. То есть, если вы рассматриваете весь мир как себя в отношении с неким чем-то, что есть, да, и ваше взаимодействие, то жить так гораздо интереснее, потому что тогда у вас постоянная загадка, вы не знаете, что делать, да, вы постоянно находитесь в неком поиске, и не удивитесь, да, в каком-то смысле, не удивитесь одновременно, если произойдет что-то, что не вписывается в вашу картину мира, потому что вы понимаете, что мир не так прост, как пишут в институте, да, и в школе, а он является загадкой, и эта загадка, задача эту загадку разгадать, пока вы здесь находитесь. Вот такая вот идея. То есть, опять же, в рамках 3 минут я постарался вот то, что на эту тему хочу рассказать, как-нибудь на эту тему вебинар запишем.